Привет любителям пленочной фотографии. Сегодня на обзоре один из самых неоднозначных по своему следу в истории советских фотоаппаратов. С одной стороны, киевский завод «Арсенал» пытался создать передовой аппарат, который соответствует всем основным тенденциям того времени. Фотоаппарат для профессионалов. А с другой стороны, аппарат получился очень дорогим и очень сырым и ненадежным. И из-за этого большого спроса не имел, провалился в продажах и быстро был заменен на упрощенный, но более надежный Киев-19. На момент выпуска это был, наверное, самый передовой технологический фотоаппарат. И именно по функционалу он превосходил Зенит-19 и был в одном ряду со многими японцами того времени. У него был ламельный затвор, выдержки от 1 до 1/1000 секунды, линия Додена, TTL-экспонометр со светодиодной индикацией, непростой, а с возможностью делать замер на открытой диафрагме, что вообще считается супер-пупер мега фичей. Хотя я так и до сих пор и не понял, почему. Какая проблема делать замер на прикрытой диафрагме, для меня остается вопросом. Но, тем не менее, такая функция была, и она была разработана. Передача значения диафрагмы обеспечивалась через вот такой вот поводок. И, соответственно, для этого пришлось доработать объектив, который определенным выступом этот поводок двигал. Также можно было использовать объективы от Nikon и наоборот. В принципе, по, так сказать, разработкам Nikon это все и делалось. И делалось это все взаимоменяемым. К сожалению, надежностью этот фотоаппарат не отличался. У него была слава очень ломучего. И стоил он, тоже очень дорого, порядка 400 рублей. Поэтому спроса не было и было выпущено всего несколько тысяч штук. Насколько я попытался разобраться в вопросе, информации практически нету. По моему мнению, не более 10 тысяч штук. Данных поэтому особо нигде нету. Поэтому фотоаппарат этот достаточно редкий и почти коллекционный. Выпускался он с 83 по 86 год. А потом был окончательно заменен Киевом-19, который был хорошенько доработан и упрощен. И стоил он Киев-19 почти в 3 раза дешевле, около 150 рублей. Как ни странно, мне попался относительно живой экземпляр, и я на него даже успел поснимать немного и успел отснять целую пленку. Фотоаппарата у меня на руках уже нет, но я наснимал вполне достаточно кадров для небольшого обзора. Выдержки он почти все выдает, кроме самых длинных. Вот что не работало у него, это экспонометр, он вообще не работал. Поэтому я для примера показываю, как это работает на Киеве-19. Поэтому у меня получился практически Киев-17. Это был предок этого Киева-20. Фотоаппарат без экспонометра, на базе которого и был сделан Киев-20. Итак, чем же примечателен этот фотоаппарат? Он достаточно крупный, но все же чуть меньше, чем Зенит-19 по высоте. Держать его в руках чуточку приятнее, благодаря вот этим скругленным граням. Но все же Киев-19 еще меньше и в руке лежит гораздо приятнее. Он легче, тоньше и по высоте ниже. И за счет этого лежит в руке отлично. Киев-20, в руке лежит так себе, средний. Не сказать, чтобы совсем неудобно, но и какого-то особого восторга в этом смысле не вызывает. Хотя по внешнему виду их очень легко спутать. Внешний вид лично мне нравится. Классический такой серебристый фотоаппарат с черной отделкой. Объектив Helios 81N здесь имеет ранний дизайн. Он больше по габаритам, чем на более поздних экземплярах, и славится меньшей надежностью. Выдержки у фотоаппарата регулируются таким же по дизайну и расположению диском, как на Киеве-19. Но поскольку выдержек здесь на пару штук больше, то и размер диска тоже побольше. Кольцо для регулировки ISO с фиксатором, в принципе, такое же, как на Киев-19. Рычаг для взвода затвора такой же и имеет транспортное и боевое расположение. Счетчик кадров автоматически сбрасываемый, в принципе, тоже такой, как на Киев-19. Затвор ламельный с вертикальным перемещением. Спуск довольно мягкий, но на Киев-19 мне он почему-то понравился больше. Есть автоспуск, но на этом экземпляре он не работает. Видоискатель большой и светлый, больше, чем на Киев-19, и светлее, чем на Зенит-19. Он оснащен клиньями Додена, что сильно облегчает фокусировку. На поздних экземплярах Зенит-19 мне тоже попадались клинья Додена, но это по большому счету редкость. Экспонометр TTL с замером на открытой диафрагме. Значения диафрагмы передаются вот этим выступом на объективе с помощью этого зацепа. Сигнализация осуществляется с помощью 2 светодиодов, сигнализирующих о пересвете и недосвете. Требуется 4 батарейки типа LR44, в отличие от Киев-19, где достаточно 2. И напоследок несколько фотографий, которые я сделал на этот фотоаппарат, и личные эмоции.
Мне фотоаппарат в целом понравился, но понравился он существенно меньше, чем Киев 19. Киев 19, вот это прямо красавчик. Очень классно и приятно лежит в руках, им приятно снимать. И ему не хватает, на мой взгляд, двух вещей для полного счастья. Это клинья в Додена и, может быть, выдержки 1000. Вот, у Киева 20 немножко похуже, хват не такой удобный, есть ощущение, что он может сломаться в любой момент. Ну, видимо, это еще зависит от экземпляра, ну и слава, у фотоаппарата соответствующая, так что того и жди, что что-нибудь сломается. Вот, конечно, вообще бы этот экземпляр неплохо перебрать для того, чтобы быть спокойным, но и то я, честно говоря, вряд ли бы стал им активно снимать. Ну, этот экземпляр как раз ушел к человеку, который хочет этим заняться, переберет, я надеюсь, и этот фотоаппарат еще будет жить. Если сравнивать, например, с Зенит 19, то он может, имею в виду Зенит 19, не самый удобный, но от него веет какой-то монументальностью и мощью. И в этом смысле его использовать очень приятно. А Киев 20 этой монументальностью, скажем так, не обладает. Тоже очень как-то мимо. В результате мне лично этот фотоаппарат как-то не очень зашел. Он по характеристикам вроде и неплох, но почему-то любимым не стал. В любом случае для коллекции, как редкий и гордо стоящий на вашей полочке фотоаппарат, это, конечно, очень круто. Но в плане поснимать его надо найти, довести до ума. И потом снимать им будет просто жалко, потому что он может того и гляди сломаться. Напоминаю вам, что такие фотоаппараты и объективы, а также многое другое, вы можете найти в моем профиле на Авито по ссылке в описании. А я на этом с вами прощаюсь. Всем хороших кадров и пока.